Как узнать, что близкий человек изменяет? Меня зовут Инна Беккер, я практический психолог, и сегодня говорим о признаках, которые свойственны изменщикам. Если вы находите у вашего мужа или партнера большинство этих признаков, то, скорее всего, ваш мужчина вовлечен в эмоциональную связь с другой женщиной. Для начала проговорите для себя, что же для вас является изменой. Для кого-то это переписка по душам, для кого-то лайкнуть другого человека уже является изменой, для кого-то это интимная связь или жизнь на две семьи, для кого-то эмоциональное увлечение. Сегодня мы говорим именно об этой стадии, потому что я считаю, это самая главная стадия, когда мужчина еще ничего не совершил, потому что у него, возможно, и в мыслях нету вам изменять, но эмоционально он уже вовлечен. И важно в моменте отследить эти признаки, чтобы не допустить ошибки. Ведь часто происходит так, что партнер как будто бы играет, немного пофлиртовал, что-то там ответил на сообщение, где-то поговорили по телефону, потом посидели кофе выпили, и как будто бы потом складываются обстоятельства так, что, например, было плохое настроение, что-то выпили и закрутилось, что называется. Для вас может оказаться измена огромнейшим шоком. Для некоторых женщин измена партнера является предательством, и они переживают ее так, как переживается потеря. Очень-очень эмоционально тяжело. Поэтому важно заметить именно эти первые звоночки, первые маркеры, когда ваш партнер эмоционально увлекся другой женщиной. Итак, признаки, по которым можно понять, что ваш партнер имеет увлечение на стороне. Изменится что-то привычное во внешности, поведении и в отношении к вам. Первый признак изменения во внешности. Есть большой стереотип, когда мужчина, если он изменяет, значит он как-то меняется в лучшую сторону, и из такого лягушонка или чудовища в драных носках он превращается в прекрасного принца. На самом деле в реальной жизни все не так утрировано, и действительно какие-то изменения есть, но они незначительные. Прежде всего, изменения могут быть во внешнем виде, что касается волос, растительности на лице. Например, новая знакомая вашего мужа сказала, что у тебя красивые волосы, тебе подошла вот такая вот стрижка. И мужчина, так как он увлечен, он прислушивается. Поэтому признак такой, если мужчина ваш долгое время носил одну и ту же прическу, или, например, носил какую-то небритость, или наоборот, был каждый день гладко выбрит, что-то меняется у него с волосами. А далее во внешности вы можете заметить изменение вкуса в одежде. Например, может появиться какой-то несвойственный ему стиль. Если он одевается обычно в деловую одежду, здесь может появиться какой-то стиль casual. Ярко видно у мужчин постарше, когда они увлекаются девушками помоложе, они тоже хотят как будто бы приблизиться к ним по возрасту, да, это может быть какая-то более современная стрижка, более современный стиль одежды. И если, например, мужчина раньше спрашивал у вас, все ли на нем там красиво сидит, подойдет ли ему этот цвет, когда он увлечен другой женщиной, он у вас, скорее всего, спрашивать не будет. Далее изменения, которые произойдут в поведении мужчины. Мы помним с вами, изменения произойдут в каких-то привычных проявлениях. Смотрим, что же будет проявляться на уровне поведения. Конечно же, скрытность. Когда человек удерживает вот эту информацию, которую нужно постоянно контролировать, не рассказать вам что-то лишнее, не назвать вас другим именем, тут же контролировать, чтобы поведение соответствовало тому, к какому вы привыкли, как раньше. Положить телефон теперь на новое место, да, куда-нибудь подальше на зарядочку. Желательно перевернуть его экраном вниз, а еще желательнее отключить полностью, поставить на беззвучный режим, например. Да, если раньше ваш муж постоянно сидел в телефоне, да, что-то там рядом с вами, и говорил, что у него много работы или ему нужно что-то прочитать, то сейчас он его просто убирает и говорит о том, что ой, надоел телефон, потом день без телефона. В нем будет считываться вот это напряжение, оно будет у него в теле, он не будет чувствовать себя расслабленным, как будто он все время находится на такой, знаете, позиция прыжка, он должен уследить за всем, чтобы никакой там пароль вы нигде ничего не открыли, поменять пароли или стереть всю информацию, удалить все сообщения, то есть как будто бы это постоянная, непрекращающаяся, не расслабляющаяся работа. Обычно мужчина приходит домой, он хочет расслабиться, и вот здесь вот вы видите, что он как будто бы напряжен. Также имейте в виду, что ваша чрезмерная подозрительность может быть не связана с поведением партнера, она может быть связана с вашей низкой самооценкой, с зависимостью от этих отношений, от боязни потерять отношения, от того, что вы, например, были в предыдущих отношениях травмирующих,
предыдущих, которые были связаны с предательством, и вы сразу же вступили в новые, принеся старый багаж, и поэтому сейчас как будто бы уже отношения, отравлены вашим прошлым опытом. Здесь обязательно нужно поработать со специалистом. Вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании к этому видео. Далее мы смотрим, какие же изменения происходят в отношениях. Конечно же, это отразится на эмоциональности мужчины. Если он испытывает чувство вины, оно настолько неприятное, и чтобы от него избавиться, мужчина может, например, уделять вам еще больше внимания. Вот, например, раньше он дарил вам цветы 2 раза в год, а тут через день он дарит вам цветы. Он предлагает вам какую-то поездку, дает вам деньги, чтобы вы поехали куда-то с подругами. Тут он же вам отплачивает какие-то спа-центры, дарит подарки, как будто бы искупает эту вину. Если чувство вины у него связано больше с агрессией, да, он может провоцировать, например, вас на какие-то ссоры, затевать просто из мелочей скандалы для того, чтобы вас разозлить, чтобы вы на него накричали, желательно обозвали. И тогда вот этого чувства вины у него как будто бы успокаивается, он получает вот такое разрешение себе, что он правильно делает, что он увлекся другой женщиной, ведь как можно с вами вот жить, если вы такая злая? Здесь же можно наблюдать также чрезмерное внимание, даже доходящее до какого-то вот контроля, да, мы же часто судим других по себе, и когда мужчина знает, что он кем-то увлечен, он думает, что вы тоже кем-то увлечены, и поэтому здесь может проецироваться на вас его вот это вот негативное поведение, где ты, с кем ты, почему ты задержалась, то есть он будет транслировать вам свои же грехи. Еще один такой яркий маркер — это разговоры о будущем. Мужчине не будут неприятны, он не готов сейчас разговаривать о ваших будущих планах. Если раньше вы, например, обсуждали, куда вы пойдете в отпуск, или как вы будете праздники встречать, кому вы, к его родителям, к вашим родителям, или вы с друзьями, когда вы будете покупать там новый дом, или когда вы планируете детей, в этот момент, когда мужчина увлечен другой женщиной, ответы будут такие, что поговорим потом, сейчас не время, я не знаю, не будем загадывать, посмотрим. То есть как будто бы он будет от этих вопросов отстраняться, даже испытывать раздражение какое-то. Итак, если вы заметили эти признаки у вашего мужчины, нужно срочно принимать какие-то меры. Однозначно, что касается проверок, чтобы проверить на 100%, делать этого не нужно. Если там еще нет никаких серьезных там интимных отношений, например, вам нужно в этот момент, если для вас эти отношения являются ценностью, ваш партнер для вас важен, вам нужно подхватить сейчас в свои руки вот эти вот отношения, потому что многие мужчины, которые вот так вот игрались в эту эмоциональную игру интересную, такой в этот флирт, и когда попадали в сети и уже из этих отношений было сложно выбраться, они прям проговаривали, что вот как я мог туда попасть, вот как это все случилось, я вообще не хотел никаких отношений, никакой измены, я люблю свою жену, люблю своих детей, у нас все хорошо, как получилось, я не знаю. Ваше дело сейчас обратить на это внимание и эти звоночки. Самое лучшее, что вы можете сделать, это, конечно же, поговорить с вашим партнером, сказать ему напрямую, что ты знаешь, я заметила в тебе какие-то изменения, я заметила, что ты стал ко мне холоден или наоборот проявляешь ко мне слишком большое внимание, и меня это настораживает. Я чувствую, что где-то появилась какая-то другая женщина. Скажи, пожалуйста, так ли это или нет? Мало какой мужчина скажет, что это так, да, но он примет во внимание, что вы это заметили, возможно, подостынет, и вам нужно проговорить ему также, что для вас это неприемлемо. Вы скажите, как вы себя чувствуете, скажите, что для меня, если ты встретишь другую женщину, конечно же, если ты полюбишь ее, если у нас с тобой уже все закончено, я не буду тебя держать, я не буду тебя насиловать, но я не смогу с этим жить. Тебе нужно это знать, что я не смогу с тобой жить, если я узнаю, что у тебя есть интимные отношения на стороне. Проговорите это вашему мужчине, чтобы он об этом знал. И давайте все-таки начнем с того, что когда вы создаете отношения, когда вы в поиске или на первых этапах, если верность для вас является ценностью, пожалуйста, донесите это до вашего партнера. Выбирайте партнера с похожими ценностями. Ведь если вы не проговорили о том, что для вас это очень важно, например, дружба с его бывшими, или мужчина, у которого очень много подруг, или мужчина, который флиртует, и для него это нормально, для
Для некоторых мужчин вообще даже интимные отношения не являются изменой, потому что если мужчина такого типа, с такой психологической инфантильной защитой, как компульсивное поведение, то отношения, например, с другими женщинами для него являются вот этой обезболивающей таблеткой быстрого действия. И он, чтобы справиться с эмоциональной болью, с дискомфортом, он прыгает в какие-то новые отношения. Они даже могут не быть близкими, но для него важно, для него это естественный способ проживать эту боль. Поэтому, если вы видите, что перед вами такой мужчина, не начинайте с ним отношения, потому что переделать мужчину, который имеет в своих убеждениях, имеет в своей жизненной позиции, что это не измена, это невозможно. Вот. Я желаю вам счастья, я желаю вам здоровых, счастливых отношений и, конечно же, сохраняйте свои отношения, берегите отношения, потому что мы большую часть времени проживаем в отношениях, они для того, чтобы делать нас счастливее, радостнее и здоровее. Я желаю вам счастья.